Тум-тум, всем доброе утро. Меня зовут Кичигин Эдуард, и моя тема ландшафтная архитектура. Архитектура, ландшафтный скетчинг, скетчинг и скетчинг в путешествиях, и проектирование, и всякие такие штуки. Сейчас я немножко проговорю про это. Сегодня предметом разговора будет опять мой скетчбук. Там очень-очень-очень много интересных штук и симпатичных, и про то, как рисовать всю эту историю. Я буду немножко показывать и немножко проговаривать. Эта тема про одноточечную перспективу. Почему это полезно, почему это симпатично, почему это нужно изучать. Одноточечная перспектива — один из самых простых видов перспективы, и она очень классная для того, чтобы развивать пространство из одной точки. Можно заморачиваться по-разному, но в своей практической работе, когда я, например, рисую фронтальные виды, для того, чтобы не очень сильно напрягаться, но в ощущении объема шагнуть чуть дальше, чем обычно, то обычно использую одноточечную перспективу. Это просто круто и очень удобно. Вот если посмотреть на вот эту вот историю, то можно увидеть, что все линии крыш, все линии лестниц, они сходятся в одну точку. И эта точка вот здесь. Мы можем проверить это вот таким образом. Тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын, тын-тын-тын. Все идут в одну точку. Тыдын, 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 тыдын. Ну окей. Это очень удобно. Потому что я, например, как вы видите на этом фрагменте листа, начал развивать небольшой рисунок, в котором есть домики, в котором есть стриженные деревья, в котором есть перепады высот, в котором есть лестницы, сюда лестницы, сюда на повышение уровня серьезные. И когда-то я, по-моему, делал в Римени, точно, да, в Римени. Это тогда, когда я присутствовал на практике на своей различной в Италии. Вот. Видимо, я сидел в Римени и рисовал это. А потом, когда я закончил с этим фрагментом, потом я начал добавлять ему вот эту вот историю. То есть это как красивая игра, в которую играет архитектор. Можно развлекаться всякими штуками, но вот это вот как будто бы тематический, специфический тематический вид игры архитектора, когда он берет и из точки развивает пространство. Это же круто. Объемно-пространственная композиция — это основа деятельности в проектировании. А это как будто бы такая игра. Ты берешь одну точку и начинаешь формировать вокруг нее какое-то окружение. Сначала, может быть, ты начнешь с небольшого фрагмента с домиками и с улицей. Окей. Там можно поставить человечков, чтобы было понимание самоштабности. Они могут идти по этой улице. Потом они могут подниматься сюда радостно, сюда встали. Тут стенка каменная, они поднялись сюда. Тут немножко такой странный домик, с обычной крышей, с пристройкой. И там вот эта вот улица загибается немножко в бок, и происходит вся эта история. Такое создание естественной улицы небольших таких итальянских городов. Здесь что-то похожее на странный киоск. Это такая фантазийная история. Это не рисование с натуры, это формирование облика места и развитие его из одной точки. Я повторяюсь, это игра, и это супер классно. И ты можешь двигаться так, как тебе удобно, так, как тебе интересно, развивая это пространство в разные стороны. Это так тренирует мозг, обалдеть. Для того, чтобы научиться думать в объеме, в пространстве, это прям один из самых удобных способов. И потом вот эти человечки, посмотрите, они могут идти сюда. Тын-тын-тын, пришли. Тун-тун, тудун. Тут видит Эдуард Кичигин написано, Италия, Римини. Я окей. Потом они приходят сюда, смотрят. Они могут пойти в эту сторону, они могут пойти в эту сторону.
И тут немножко зеленки, тут немножко какая-то фактура, могут быть, ну, каменные структуры, да, скорее всего, каменная структура. Вот они, фрагменты вкрапляются. Точно так же это может быть, ну, иллюстрировано какими-то подписями и превратиться там в симпатичную какую-то историю. Вот они спускаются в разные стороны, тут могут постоять на этой площадке, а потом по такой круглой лестнице тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык спускаются сюда. И тут могут посидеть на скамейке. Вот эта скамейка. И отдохнуть. И у них все хорошо. Я сначала думал сделать здесь небольшой фонтан, но нет. Наверное, у меня было не очень много времени. Я сейчас смотрю, разбираю этот рисунок и думаю, что меня заставило сделать так, и, честно говоря, не помню. Мне кажется, первый фрагмент этого рисунка я рисовал на пляже. То есть у меня в Италии такие тренировки, я встаю раньше, чем я мог бы вставать. Ну, немножко устаю, конечно, от этого регулярно, но я иду на пляж и там пью кофе или купаюсь, или... А потом, ну, когда сохну, то сижу в кафе и делаю скетч. Не очень удобно таскать с собой такой огромный скетчбук. Ну, в общем, регулярность тренировок того стоит. И ты такой сидишь, перед тобой хороший кофе, ну прям хороший, итальянский кофе, суперский кофе. И скетчбук, и солнце светит ярко, и обалденно. Но может быть немножко холоднее, может быть немножко теплее, может быть супер жарко. Там летом, когда я делаю стримы делал стримы из Пезера, у меня телефон перегревался очень быстро. То есть я начинаю рисовать, я делаю такой стрим, записываю видео, и там минут 7-10, и телефон у меня уже просто раскаленный. Как он это выдерживал, не знаю. Но зато загораешь. Загораешь, рисуешь. Очень классно. Если много делать таких упражнений, такой графики, то в этом приходит легкость. И тогда тебе становится легко. То есть ты не думаешь, что это такая какая-то сложная картинка. Ты думаешь, это очень просто. Я рисую такие формы, такие формы, такие формы. Потом приношу туда тенеобразование, штриховку, валеры и вот эти вот затемнения. И получается эффектный, простой, симпатичный вид. Вот, и очень помогает в реальном проектировании, потому что становится намного проще, чем обычно думать в пространстве. И ты берешь и спокойно развиваешь там даже почти в голове пространство, а потом его переносишь на бумагу сразу же или моделируешь его на бумаге. Это получается эстетично. Потому что... Почему эстетично? Потому что у меня в бэкграунде такая итальянская история. Большая-большая-большая итальянская история. Вот. И... Соответственно, по всей этой истории тоже, не по итальянской моей истории, а по тому, как рисовать, как делать вот такой вот скетчинг. Сейчас я делаю курс. Вот. Там будет в том числе и вот эта вот тема с различными видами перспективы, чтобы вы могли радостно... Так же, как я, сидеть там в кафе, я не знаю, вы куда-то прилетели, или вы вообще в дороге, или еще что-то. И, есть какие-то мысли, есть какие-то идеи, вы берете и радостно их в скетчбук зарисовываете. А потом смотрите, и вы радуетесь, и другие радуются, кому вы показываете, свои такие красивые творческие эксперименты. И это можно делать всегда, везде, постоянно, куда бы вы ни приехали. И да, что еще хотел сказать. Почему это нужно делать и почему это хорошо делать, например, там, в черно-белом варианте? Потому что вы тогда спокойно укладываетесь в один инструмент. И нет необходимости вести с собой там краски, кисти, прочую большую-большую ерунду. А можно обойтись ручкой или линером, или там, как у меня, параллель-пеном тоже. И получать хорошую графику.
просто хорошую графику на листе сразу. Это же очень круто. Вот. Ну и посмотрите на общий эффект импрессии. Я сейчас уже много крутил камеру, но в разных ракурсах. Это выглядит очень симпатично. Вот тут человечек отдыхает, тут лестницы, тут подписи такие. Вот еще человечки отдыхают. Вот. Вот они классные, симпатичные. Вот, это, ну, такой цикл, обзор моих скетчбуков. Следующий, наверное, будет рассказ про конкретно проектную историю. Ну, вот тоже для впечатления такие легкие-легкие наброски по Венеции. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И когда я доделаю свой курс, то будет внизу в описании к видео ссылки на этот курс. Его можно будет приобрести и научиться так же, как я, скетчить. Там в любое время, в любом месте. И круто, классно и симпатично. А пока в описании к видео, скорее всего, не знаю, когда вы смотрите этот видос, там сегодня или там через год, ссылки на мои плейлисты, потому как рисовать различные виды графики. И если у вас есть нормально времени, то закапываетесь в эту историю и повторяйте вместе с видео. То есть, берете, открываете видео и радостно повторяете со мной. А потом интерпретируете, а потом рисуете свою историю на основании, опираясь на те знания, которые вы получили при просмотре видео. А кому нужно будет это в концентрированном виде, в виде такой выбранной эссенции самого ценного, то нужно немножко подождать курс. Скоро все будет. А меня зовут Кичигин Эдуард, и моя тема ландшафтная архитектура, ландшафтный скетчинг и архитектурный скетчинг и проектирование всяких крутых штук. Всем пока, всем доброго утра, всем хорошего дня.